Здравствуйте. Механические испытания на растяжение широко применяются в материаловедении, поскольку позволяют определить ряд ключевых механических свойств материалов. В данном видео речь пойдет об испытании металлических материалов на растяжение при комнатной температуре. Метод подробно описан в ГОСТ 1497-84. Образец на растяжение имеет несколько характерных частей. Это головки образца, с помощью которых он крепится в захватах испытательной машины, и рабочая часть, в которой площадь поперечного сечения минимальна. Она сохраняется постоянно на протяжении всей длины рабочей длины. Площадь в рабочей части в несколько раз меньше, чем в головках. Это сделано для того, чтобы уменьшить действующее напряжение в головках во время испытания и тем самым избежать пластической деформации образца в местах крепления. На рабочей части образца выделяют отрезок расчетной длины, на котором производят измерение удлинения образца во время испытания и после разрушения образца. Перед испытанием на рабочую часть образца наносят метки, ограничивающие расчетную длину. Затем измеряют и фиксируют расстояние между ними. Это расстояние в дальнейшем будет использовано как начальная расчетная длина L нулевое. Далее определяют минимальную площадь поперечного сечения образца в рабочей части. Для этого проводят измерение диаметра не менее чем в 3 точках рабочей части в 2 взаимно перпендикулярных направлениях. После того, как размеры образца определены и записаны в рабочем журнале, образец устанавливают в захват испытательной машины и подгружают начальным усилием, соответствующим напряжению, равному 5-10% от предполагаемого предела пропорциональности. Подгружать образец необходимо, чтобы выбрать зазоры в захватах испытательной машины и выровнять образец вдоль оси нагружения. Экстензометр настраивают таким образом, чтобы его ножки располагались вдоль оси образца, а начальное расстояние между верхними и нижними ножками было равно расчетной длине образца. Во время испытания подвижный захват испытательной машины перемещается с постоянной скоростью. Один из захватов, в данном случае верхний, соединен с датчиком силы, позволяющим регистрировать нагрузку, действующую на образец во время испытания. Происходит синхронная регистрация нагрузки и изменение расстояния между ножками экстензометра, равного удлинению образца в расчетной части. Таким образом, строится первичная зависимость нагрузки, действующей на образец, от удлинения образца в расчетной части. Следует отметить, что в некоторых случаях по каким-либо причинам невозможно использовать экстензометр. Тогда вместо удлинения образца в расчетной части регистрируют величину перемещения траверсы, которая включает в себя не только деформацию образца, но и упругую деформацию частей испытательной машины. После испытания производят измерение конечной длины расчетной части образца, которая в дальнейшем будет необходима для расчета относительного удлинения после разрыва. Для этого части разрушенного образца плотно складывают и с помощью штангенциркуля измеряют расстояние между метками. Чтобы определить относительное сужение, измеряют диаметр в шейке образца. По результатам измерения образца после разрушения вычисляют относительное удлинение после разрыва. Обычно материал считается хрупким, если он имеет относительное удлинение после разрыва менее 5%. Например, чугун является хрупким материалом, он имеет относительное удлинение после разрыва всего несколько процентов. У пластичных материалов, таких как аустенитные стали, относительное удлинение после разрыва может достигать 50 и более процентов. Другим важным показателем пластичности служит относительное сужение в шейке образца. Оно вычисляется как отношение изменения площади поперечного сечения в месте разрушения образца к начальной площади сечения образца.
Относительное удлинение после разрыва и относительное сужение дают конструкторам информацию о степенях деформации деталей машин, которую они могут выдержать без разрушения, а также о допустимых степенях деформации при обработке металлов давлением. В результате испытаний была получена первичная зависимость нагрузки, действующей на образец, от его удлинения. Однако такую зависимость не используют для анализа свойств материала, поскольку она зависит от геометрических размеров образца. Так, если испытать образец меньшего диаметра и меньшей длины, но изготовленный из того же материала, то мы получим другую зависимость нагрузки от перемещения. А если далее уменьшать пропорции образца, то третью. Все три зависимости различные, но они отражают одни и те же механические свойства материала. Анализ свойств материала проводят по зависимости условного напряжения от условной деформации, поскольку как условное напряжение, так и деформация не зависят от геометрических размеров образца. Условное напряжение равно отношению силы, действующей на образец в момент времени, и к начальной площади поперечного сечения. Степень деформации – это отношение удлинения образца в итый момент времени к начальной длине расчетной или рабочей части образца. При измерении расчетной части с помощью экстензометра в формуле используют расчетную длину. Если во время испытания измерение удлинения проводилось по перемещению захвата испытательной машины, то в расчете используют рабочую длину. Для большинства металлических материалов при нагружении малыми напряжениями соблюдается закон Гука. Поэтому по наклону начального участка кривой напряжения и степень деформации можно определить модуль продольной упругости, который равен тангенсу угла наклона прямолинейного участка кривой. При разгружении образца из любой произвольной точки соблюдается закон упругой разгрузки. Деформация образца под нагрузкой будет больше, чем после снятия нагрузки. Разность между ними образуется из-за исчезновения упругой деформации при разгружении. Для графического определения пластической деформации в какой-либо точке диаграммы растяжения нужно провести через эту точку прямую, параллельную начальному упругому участку, и точка пересечения с осью относительной деформации даст величину пластической деформации. За упругим участком диаграммы при напряжениях выше предела упругости следует участок упрочнения, на котором происходит пластическая деформация материала. За предел упругости принимает напряжение, при котором пластическая деформация образца достигает 0,005%. На практике определить такие малые величины пластических деформаций с приемлемой точностью очень сложно. Поэтому обычно при механических испытаниях ограничивается определением условного предела текучести с допуском на величину пластической деформации 0,2%. Также определяют предел прочности, представляющий собой максимум на диаграмме условных напряжений и деформаций. Кроме пределов текучести и прочности, по диаграмме, полученной при испытании образца с экстензометром, можно определить относительное удлинение после разрыва. Для этого через точку разрушения образца проводят прямую, параллельную начальному упругому участку. Пересечение полученной прямой с осью деформации укажет на величину относительного удлинения после разрыва. Таким образом, в результате испытаний на растяжение были определены следующие характеристики механических свойств. Это модуль упругости, предел текучести условный, временное сопротивление разрыву, относительное удлинение после разрыва и относительное сужение образца после разрыва.